Приветствую, друзья! Компания Blon продолжает нас удивлять своими новыми экспериментальными моделями. Сегодня мы рассмотрим действительно большие внутриканальные наушники, совместившие в себе сразу два динамических излучателя на 6 и 10 мм. Посадка у эдакого монстра получилась та еще. Зато по звучанию вот ровно то, что и ждут фанаты от новых моделей компании. Да и ценник тут очень даже вкусный. Собственно, друзья, поехали! В плане упаковки Blon себе не изменяет, и перепутать их с чем-то другим просто невозможно. На лицевой части нам схематично изобразили правый наушник с указанием наименования модели и фирмы-производителя. Сзади мы имеем подробные технические характеристики, в которых чувствительность на всех языках равна 115 дБ на милливатт, а вот импеданс на китайском составляет 32 Ома, а на английском 16. Второй раз уже такое встречаю, может мне что-то неизвестно относительно национального обозначения единиц измерения в Китае. В комплект, друзья, нам, конечно же, положили небольшую инструкцию, мешочек из мешковины и два набора силиконовых амбушюр разного размера и формы. Кабель здесь выглядит очень даже неплохо, с прямым металлическим штекером, заушинами с плотной термоусадки и вилочными ТРН-коннекторами 0,78 мм. Его сопротивление составляет 0,637 Ом, что уже практически на грани разумного. Чашечки, как видим, полностью выполнены из металла и имеют очень громоздкую конструкцию с довольно коротким, как на мой вкус, звуководом. По крайней мере, все комплектные насадки не обеспечили мне нормальной пассивной звукоизоляции. Пришлось подбирать очень широкие амбушюры из другого комплекта, ну или как вариант можно еще использовать пенки. По крайней мере, в маленькие женские или детские ушки такая конструкция точно не сядет. С внутренней же стороны я нашел единственное компенсационное отверстие сразу для двух использованных здесь драйверов и аккуратненько вписанные в стенку коннекторы. Фейсплейты тут просто, друзья, образец минимализма. Обычная закругленная зеркальная поверхность с указанием бренда-изготовителя мелким таким шрифтом в углу. Весит каждый наушник почти 14 грамм, чем модель мне очень напомнила старые добрые IKO-H10, которые могли выпасть из уха и разбить стеклянный стол. Так что с ними, друзья, надо быть поосторожнее. Насадки, кстати, я тоже подобрал от IKO из набора с кабелем КТУ-01 и еще одни от наушников KBIR Aurora. В итоге мне все-таки удалось посадить в уши героев обзора, причем обеспечив при этом очень приличный уровень звукоизоляции и комфорта. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас даже чуть более короткий относительно стандарта импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,2%, что в принципе вполне терпимо. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 77 и 97 миллисекунд без дополнительных возмущений даже в области низких частот. Замена амбушюр, как видим, только усилила пик на 8 кГц. По ЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с плавным заходом на середину, выделение области разборчивости, еще два пика на 4,8 и 8 кГц. Последний нужен для усиления детализации. Самые высокие частоты нам заметно прибрали по уровню, но честно довели до обещанных 20 кГц. По подаче это то самое полюбившееся многим подсушенное нейтральное звучание со сдержанной выразительностью и холодной мониторностью. То, что обычно мы и слышим у моделей от этой компании. По стилистике Blon, на мой взгляд, довольно далеки от джаза, этники и другой эмоционально-мелодичной музыки, потому как слишком уж все получается отстраненно и размеренно. Встать и пуститься в пляс – это далеко не вариант для Blon BL Max. Однако что-то потяжелее вписывается в такое положение дел как нельзя лучше. Бас весьма глубокий, при этом достаточно скоростной. Серединка ровная, чистенькая, с чуть подсвеченным вокалом и прекрасным разделением в области нижней середины, где обычно мы наблюдаем звучание ритм-гитар. Высокие тоже особо не режут и не сыпят, хотя по количеству недостаток в них не такой уж и существенный. Чувствуется, конечно, что верха нам подрезали, но не то чтобы прямо сильно. Если же говорить непосредственно о характере звучания BL Max, то на всем протяжении частот ощущается добротная такая масса и легкая приглушенность, словно лимитером срезали. Ощущение от звучания вполне нормальное, но непринужденным я бы его тоже не назвал. Модель довольно спокойная и в то же время очень техничная. Лично
Лично мне здесь сильно не хватает открытости, эмоций и сока. Оттого предпочитаю Blone в основном для чего-то тяжелого такого и быстрого. Вот там наушники реально способны, друзья, развернуться во всей красе. Буквально все к месту. Масса, чистота, пространство и, конечно же, драйв. Та самая сдержанная выразительность просто превосходно подходит к крикам, воплям и хриплому, почти грудному вокалу. Отдельно хочется отметить, что на высоких вся та грязь, резь и мусор не выдвигается нам в лицо, а аккуратненько так отводится на задний план. Так что даже записи очень сомнительного качества здесь вполне можно слушать, что для $36 очень даже неплохо. По подаче к BL-Max лучше годится что-то резкое и агрессивное. Всякие музыкальные источники звучат с героями обзора слишком уж мягко, ватно и вязко. А вот, например, тот же ЦАП Avidius B1 реально дает жару. И верхов кажется больше, и резкость лучше наводится, и деталей словно стало в несколько раз больше. Пространство здесь строится более-менее корректно, инструментам вполне хватает веса и глубины. Да и на скорости, что далеко не маловажно, текстуры не смазываются. Так что подобное такое сдержанное, чуть грубое звучание многие вполне оценят по достоинству. Это, конечно, далеко не Кабира Аурора, но и ценник другой, да и атмосфера не менее любопытная. По разложению музыкального полотна и трехмерности тембров ничего подобного здесь, естественно, нет. Хотя и деталей достаточно, и воздуха хватает, но тембрального объема совсем не ощущается. О инструментах второго и третьего плана даже упоминать бессмысленно. Очень любопытные такие наушники для ценителей холодной отстраненности и мониторной сухости. Итогом, двухдрайверные полностью динамические наушники Blone BL-Max прежде всего расстраивают своим бесполезным богатством амбушюр. Ни одни из комплектов мне толком не подошли. Сами наушники металлические, большие, довольно тяжелые, что тоже накладывает с собой ряд ограничений. Да и посадка у них далеко не сахар. Однако терпеть все это действительно можно. По звучанию у нас хороший, глубокий, при этом достаточно динамичный бас и чистые, очень плотные средние частоты с той самой фирменной сдержанностью и приятной массой на всем частотном диапазоне. Высокие же нам аккуратненько так прибрали со всем их мусором и сибилянтами. В общем, наушники, на мой взгляд, оказались довольно требовательными к посадке, не любят источники с музыкальным таким характером и всякие медленные лирические жанры. Им подавай жар, драйв и дисторшн с хриплым таким жестким вокалом и зарубами электрогитар. Как для $36, по мне, так очень даже достойно. Любителям данного подхода к звучанию, думаю, друзья, наушники эти обязательно зайдут. Вот такие вот они, Blone BL-Max. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.